История такая, я разгребал огроменную кучу демо-версий и, кажется, нашел натуральный самоцвет. Резко бросился записывать видео, чтобы рассказать тебе про этот странноватый микс из Terraria с RPG-элементами прокачки, как в Skyrim. То есть принцип «практикуешь, отрастает». Назвали разрабы игру Soulscape'ом. Перевести могу как «соскоб души», а ты можешь предлагать свои варианты, но у игры есть 3 киллер-фичи. Во-первых, здесь поразительное внимание к мелочам. Даже дерево горит с разной температурой, дом жарче сосны. Во-вторых, ты можешь собирать души и оживлять существ, подчиняя их своей воле. Да, прямо как в BDSM фэнтези. А в-третьих, есть элементы Colony Sim. Крафтишь, строишь или вынуждаешь своих зомби косить траву, рубить деревья и ездить на маршрутке на работу. И обо всем подробнее рассказываю и показываю в этом видео с первыми впечатлениями. Кажется, этот проект имеет все шансы стать хитом жанра, так что поехали смотреть. Стартуем максимально резко, и ты, возможно, меня спросишь, какого черта ты решил вообще это записывать? Но прежде всего чувствуется качество звуков, анимации, все на высшем уровне. Это впечатляет прямо сразу же, в первые секунды. Хотя со стороны я уверен, что такого ощущения не создается, потому что я в первый раз, когда ее сам увидел по скриншотам и видео, мне показалось, что немного уныло выглядит. Таких провальных проектов было очень и очень много. Что отличает именно эту? Это просто отдельные механики, которые очень продуманные. Это здоровский звук, это анимации приятные, и это в целом работающие уже основные механики. Они работают ровно так, как ты ожидаешь. Ну да ладно, давай к делу. Первое у нас задание — это скрафтить нож. Как в любой выживалке, как еще может быть нож? На Tab можно открыть инвентарь, на C крафтовое окно. Ножик мы сделали. Дальше нас просят собрать файбер. Файбер — это, я даже не знаю, как на русский перевести. В общем, пора переходить уже к полноценному собирательству. Для начала только наковыряю вот этих вот ягодок, чтобы показать, как тут работает повышение скиллов. Вот у меня появилась работа, увеличилась до 11. Эта работа включает абсолютно все навыки, в том числе копание руды, рубка деревьев и вот сбор всяких ягод. Есть еще вот боевые, видишь, то есть сила, ловкость и мудрость, wisdom. Все это, в общем-то, наверное, повышается с боем. И чем больше ты этого делаешь, тем быстрее, соответственно, ты выполняешь эту работу. И вторая фишка, которую я уже, наверное, упоминал, это здесь можно набирать себе целую пати из NPC, убивая их и потом подчиняя своей воле. Но да ладно, давай к четким руководствам. Нам нужно сделать нитки. Делаем нитки, и нам нужно скрафтить топор. А куда без топора? Это же выживалка. Выживалка-песочница без топора невозможно. Давай, делаем топор. Делаем топор. Есть топор и есть. Я не знаю, разработчики из Германии, они вряд ли поймут, что я им тут объясняю, но вот эта фишка, когда у тебя падают предметы на хотбар, это полная дрянь. О, супер, слушай, они добавили на Shift, если зажимаешь правой кнопкой, перемещает в инвентарь. Угу. Это шикарно. Шикарное добавление. Спасибо им большое. Я, честно говоря, не знаю, какое здесь управление, ничего не смотрел. Я просто увидел, что это недавно зарелизилось среди игр, и быстро схватил и потащил показывать вам, когда увидел, вот буквально поиграл в нее, наверное, минут 7-8, и мне уже было понятно, что это будущий хит. Это что-то такое, не знаю, Terraria, Starbound вместе перемешанное с RPG элементами. Выживалка — это то, что надо. Супер, я восхищен. Я уверен, что у игры большое будущее. Давай Workbench. Кстати говоря, нам нужно было скрафтить. Я совсем не читаю квесты. Сори, у меня немножечко эмоции переполняют. Что-то у нас маленький домик какой-то. Давай, я не знаю, где мы поставим. Вот здесь полянка, наверное, хорошая. Давай на полянку поставим Workbench. Workbench — рабочая поверхность на F. Мы можем с ней взаимодействовать.
И что нам нужно сделать? Нам нужно pickaxe, то есть... Как это на русский-то pickaxe? Камон. Кирка, точно, я вспомнил, кирка. Кирку нужно сделать. Киркой нам нужно будет, я уже просто этот проходил небольшой квест. Киркой нам надо будет сделать... камни мне нужны. Я даже не посмотрел. Сори, у меня мозги, реально перестают работать, когда я комментирую что-то. Я не знаю, как тебе, но у меня требуется вот прям полная концентрация, чтобы говорить что-то осмысленное и еще играть, какие-то осмысленные действия выполнять. Я совершенно для этого не приспособлен. Не знаю, как у тебя, но вот для меня это настоящий вызов. Вот я даже сейчас что-то осмысленное сказать мне тяжело. Просто даже кликая на вот простейшие задания, там в фарме какую-то штуку в игре, видимо, у меня голова не сложена для выполнения нескольких задач параллельно. Flint Pickaxe. Давай это делаем. Кирку. И что киркой надо? Киркой... еще нужно какую-то сделать ручку. Handle. Ручку и лопату. Сделали. Ага, теперь мне нужно выкопать глину. Подожди, было написано... еще и правым кликом ее можно просто копать. Да, потому что там написано было, что нужно на подходящем куске земли накопать себе ресурсов. То есть можно копать. Интересно, а песок? Песок тоже можно выкапывать. Зашибись. То есть это бесконечный ресурс. Найди достаточно предметов для того, чтобы построить печку. Печка, что это такое? Это камень? Камень или железо? Да, наверное, камень, раз это печка. Так. Это нам нужно копать киркой. Мне показалось, он рукой бил. Я не знаю, какие-то моменты, наверное, буду здесь вырезать, чтобы вас просто не утомлять вот этим фармом. А так игра максимально чилловая. Я пока не видел здесь каких-то таких экстремальных моментов, когда прямо становится страшно за свою жизнь. Насколько я понял из каких-то гифок, которые я успел посмотреть, здесь в дальнейшем ты собираешь целую пати из разных NPC, этих NPC, но опять-таки я это уже упоминал во вступлении, но из этих NPC ты их можешь собирать, как я понимаю. То есть ты им можешь дать оружие, ты им можешь дать броню, и ты можешь с ними потом бегать, и ты можешь их на разные задания назначать. И я постараюсь, не знаю, сколько это видео займет, я не хочу просто слишком долго делать. Я постараюсь как можно быстрее развитие организовать, чтобы показать тебе максимум за минимум времени. Куда-нибудь вот сюда поставим. Да, вот. О, смотри, тут нужна разная температура нужна для того, чтобы, например, выплавлять медь. То есть, если медь, нужно 800 градусов. Ага. Слушай. Темнота. Вот с темнотой это беда. Здесь еще YouTube, если пережмет это видео, получится полная катастрофа. Сейчас я попробую себе в off-hand взять. О, есть. Я потому что видел, что факел какой-то был. Но все равно YouTube, скорее всего, пожмет так, что будет очень плохо видно. Если будет плохо видно, я просто это порежу, чтобы опять-таки тебе глаза не ломать об это. А пока нафармлю всяких предметов и постараюсь ничего такого значительного не делать. Главное, чтобы, просто наберу пока ресурсов точно и проскроллю сразу же тебе на монтаже. И да, задание у меня здесь построить Coal Mount. А что, как это на русский это перевести? На русский это переводится как... без понятия. В общем, яму, в которой нужно пережигать древесину
и превращать ее в уголь. То есть какая-то угольная куча? Наверное, угольная куча. То есть прямой перевод угольная куча. Сори, если это звучит тупо, но так оно переводится вот впрямую. Я просто не знаю, как оно. Ладно, проехали. Смотрим, что нам тут нужно для этой кучи. Для кучи нам нужно... Ага. Песок. Песок и глина. Песок и глина. Пойдем копать в пустыне. Итак, если я порезал видео, вот уже рассвет наступает. Что мне надо было сделать? Мне надо было сделать кучу. Кучу для сжигания древесины и переработки ее в уголь. Куча сделана, кучу поставим. Угу, готово. Сколько мы? 32 дерева туда зарядим. Слушай, а древесина даже разная. Есть дуб и есть пайн. Пайн — это еловый, то есть это сосна. Значит, сосна горит на 300 градусов, дуб на 500. Охренеть, они даже подумали о том, чтобы разные температуры назначить. Ну, я понимаю, что это не супер, наверное, тебя не восхищает, но просто на таком уровне игра, когда она только стартует, да, и уже у нее... О, слушай. Дубинка и хилка. Шикарно. Как-то я их не замечал до этого. Итак, я закинул сюда уже древесину, пусть она перерабатывается в уголь, и я так понимаю, уголь потом мы можем заложить в эту печку и переплавить уже руду какую-то, потому что у угля температура горения гораздо выше, чем у обычной древесины. Собственно, в этом и вся суть использования угля. Я не знаю, что это за череп здесь. Какие-то собирать души. Собирать души я видел тоже в каких-то маленьких видео, небольших, что опубликовал разработчик. Эти души используются для оживления. И, как я понял, для оживления людей нужно этих душ больше, для оживления животных душ нужно меньше. И давай-ка мы уже какой-то экшен организуем. Сейчас, так, сейчас давай-ка посмотрим. Она, интересно, горит, если я уйду на другую зону. В общем, я так думаю, что это можно проверить только опытным путем. Тут мы все построили, кроме Carpenter Stable. Может, Carpenter Stable сделать? Сколько там еще нужно? 4 штуки. Нету ингредиентов. О, слушай, копать здесь надо много. Вообще было бы логично из того, что я видел, хотя бы одного себе раба получить, чтобы он мне добывал ресурсы. Ох, так, у меня поломался мой топор. Интересно, его починить как-то можно? Ну ладно, я его выкину, сделаю новый. Ничего страшного. Вроде топор легко делается. Ну, не скажу, что я фанат механики вот этих ломающихся предметов, просто какой в этом смысл? Ну, наверное, для... Вот смотри, я уже быстрее махаю, да, или мне кажется? Ну, в общем, ты там напишешь в комментарии, что я быстрее махаю или нет. Мне кажется, что быстрее. Ну, попозже, наверное, будет совсем очевидно. Мне показалось вот в эти первые минуты, когда я очень много фармил ресурсов и там побегал чуть-чуть. О, смотри-ка, уже пайн. Ага, слушай, тут даже уголь здесь разный. То есть это уголь из сосны. Угу. Это уголь из сосны. И что мне теперь? Да, у меня руды никакой нет. Да, руды у меня нет, надо где-то руду взять. Давай-ка, я вот тут видел, можно на другие идти. А, ну вот здесь написано, давай, добудь медь и... Потому что я в первый забег, я так выбежал... О, ничего себе, да, собаки эти. Я и забыл про них совсем. Вот она, руда есть тут медная. Я в первый свой забег выбегал сюда и смотрел, что здесь есть вокруг. Огляделся. Ничего себе.
Что, нормально у тебя все? Что-то он так выбежал угрожающе, прям направился в мою сторону. Я думал, он меня сейчас нахлобучит своей киркой. И надо вот этих вот ягодок у них нарезать. Раз они меня не атакуют за то, что я у них добываю ресурсы здесь. Я так думаю, что они не против будут, если у них и ягодок подрежу чуть-чуть. Да, смотри, смотри, ну прям видно, что быстрее машет. Ну, во всяком случае, ножом прям это заметно. А кто там у них бегал? Дай-ка посмотрю. Интересно, с ними поговорить можно как-то или что? Что с ними? Нет, взаимодействия никакого я тут не вижу. Что если... Я не знаю, как мне даже оружие убрать. Может быть, надо оружие убрать и там с ними договориться. Это что такое? Это кабанчики какие-то, да? Давай кабанчиков попробуем. Ну, вроде они не против, если я их кабанчиков фармлю. Что тут можно с кабанчиком? Его можно собрать. Можно его поднять, воскресить. Вот как это на русский правильно сказать. Но они вроде не против, если я кабанчиков... Вот, смотри, у меня сила повысилась, да? О, ничего себе, кабанчики на меня всей толпой отправились. Но это они, ребят, конечно, попутали. Не буду я пот тратить. Пот, в смысле, хилку. А поставлю-ка, давай немножечко переорганизуем инвентарь. Буду по-бомжарски отжираться на подножном корму. Ну, что выпало, то выпало. Разделаем свинок. Что там с них падает? Кости и шкура. Из шкуры, я так понимаю, что я смогу когда-нибудь сделать, наверное, броню. Было бы логично. Так, а что, если я у вас зайду и здесь... Не очень-то у них много нажили, они вдвоем. Я не знаю, может быть, вообще странно, я как бы зашел, ну, какой-то тебе незнакомец в дом, полутал и ушел, и они даже ничего не делают, не знаю, какие-то они немножечко флегматичные. Наверное, ребята на солях, но не будем предполагать. Делать слишком далеко идущие выводы. Что тут у них еще есть на карте? Давай побегаем, посмотрим. Угу. Есть выход на другую еще зону. Есть глина. У меня, знаешь, вот чешутся руки на них напасть. Не знаю, я, наверное, какой-нибудь фрик. Но если я отыгрываю некроманта, я же должен на них напасть, да? Как вы считаете? Мне кажется, это нормально. Никаких у меня психических отклонений на этот счет нет. Но если есть эксперты, напишите в комментариях, есть психические отклонения или нет. Мне кажется, есть. Потому что, ну, не может быть просто так. А могу я, допустим, забрать это? А, вот так я могу урон наносить. Ой, звук какой неприятный. Да, лучше я не буду пока на них нападать. Я чуть не заметил, что у меня полоска маленькая. И что это за таймер? Он меня вот прям напрягает. Мне, ну, какое-то беспокойство есть. Я вижу, что вот эта вот кровь вниз не льется, то есть как бы время не идет. Не знаю, хорошо это или плохо. Опять же, если знаете, в комментариях напишите. И если пока тебе все нравится в этом видео, лайк, подписка. Я стараюсь регулярно выпускать видео и, ну, находить новые игры многообещающие, но бывает разное, знаешь. Если я многообещающего ничего не найду, ну, какой-нибудь шлак выложу, ты уж извини, это не со зла. Просто так получается иногда. Ага, коровки. Коровки, ну, слушай, те были не против, что я их свинок зафармил. Интересно, если я их зафармлю, да, эти тоже не против. Ну, то ли они не реализовали пока что вот этот агро. А это что такое здесь? Пиг. А, это я могу труп полутать. Ага. Ну, наверное, смысла нет ожидать, что на свинушке будет что-то ценное. Хотя, кто знает, эти игры, знаешь, меня одному научили, что ожидать можно что угодно. Нет, это прикинь, вот ты живешь, у тебя дом, вы кайфуете, какой-то незнакомый урод в плаще пришел, убил ваших свиней.
порубил ваших свиней, порубил деревья. Мне кажется, это не... А, смотри, корова тоже агрится. Не, ну на корову, мне кажется, у меня нет здоровья-то. Оп. Ну все, давай на меня, шипы. Готово. За 5 душ могу оживить корову. Нет, я не буду ее оживлять. Лучше освежую это животное. И да, кстати, я не показал. Вот эти вот ягодки, они хилят на 20. И потом еще 20 хилят в процессе. У коров тоже солидарность есть. Ничего себе. Они как бы друг друга защищают. Вот у меня уже набралось 10 душ. И тут, к сожалению, проклятая ночь наступает. Давай я, наверное, опять же ночь перемотаю. Мне кажется, ну, сжатие на ютубе просто не позволит даже ничего не видеть. Даже если я буду бегать с факелом, вряд ли это поможет. А я пока тем временем схожу обратно на базу. Ага, слушай, смотри-ка, у меня остался тут хилка, остался из-под нее бутылек. То есть его можно, видимо, перезаряжать. Ну, пока все очень-очень выглядит достойно. То есть механики все, какие можно желать, тут есть. То есть основа здоровская. Основа очень здоровская. Очень многообещающий проект. Я прям вижу в нем потенциал. Вопрос в том, что с ним будет дальше. Пока я видел, разработчики выложили roadmap, и я, может быть, добавлю ссылки на этот roadmap в описании, чтобы ты мог посмотреть. Не знаю, куда я пришел. Вот он. Так, вот они, эти ребята. Ага. А вообще, что я все рассказываю? Что я все рассказываю, я собирался этот момент порезать. Ну, в общем, ты на монтаже увидишь, порезал я этот момент или не порезал. 37. Давай зарядим сюда. Пусть уголь... и вот я еще точно. Я же еще накопал немного меди. Ну, как-то так. Могу я вытащить? Да, могу вытащить. Температура набирается, то есть... Ага, понятно, понятно. А как бы его разбить надвое или... Левым правым кликом не получается разбивать, к сожалению. То есть можно только перетаскивать. Ну, не знаю, добавят это, не добавят. Было бы удобно разбивать например, как, знаешь, обычно это если там нажимаешь правым кликом, то половинку забирает. Если с шифтом, то одну единичку, что-то такое. Было бы удобно. Но, опять же, может быть, разработчики посмотрят, может, не раз... О, смотри-ка, что мы можем сделать. Carpet Unstable, точно. А что опять, почему я все это рассказываю, если я собирался все это пропускать? В общем, я посмотрю, выглядит это видео нормально или нет ночью, насколько там видно все, что происходит. И потом уже решу, оставлять это все или не оставлять. Потому что, ну, все-таки, мне кажется, важное происходит событие. И лишать вас этого события, это все-таки не просто какой-то тупой там фарм, да, когда я стою и как австралопитек бью там в какое-то дерево. Нет, это все-таки поважнее происходят моменты. Хочется с вами поделиться. Да, мне нужен точно раб, потому что я чувствую, что я не был рожден вот для вот этой работы, тратить время свое на это. И я сейчас просто, чтобы по юридическим причинам, это я говорю про игровые взаимодействия, механики. Это не то, что не подумайте, что это я планирую в реальной жизни. Такого нет. Никак не могу остановиться. Фармлю абсолютно все, что вижу. Что у нас здесь есть еще интересного? Переплавляется. 13 слитков я получил. Теперь мне говорит, что ты молодец. Основы ты узнал. Теперь иди в мир и исследуй мир. Хорошо. Опять-таки, не знаю, на монтаже я сделал этот кат или не сделал. Ты узнаешь уже по факту публикации этого видео. И я, скорее всего, тоже. Потому что я пока не знаю, насколько это нужно, не нужно. В общем, идем нападать на тех...
на ту замечательную семейную пару. Опять-таки, все в рамках игровых механик. Я не призываю к насилию. А могу я, допустим, вот так как-то сникаться от них? Нет, в проходе что-то не могли пройти? Нет, не могу. Звук очень неприятно друг на друга накладывается. Сори, если не очень это получается. Все, обоих я забил. Я, в общем-то, молодец. Правой кнопочкой можно их раздеть. И вот этого давай мужчину поднимем. Мужчина все-таки... Опа, есть. Итак, туториал. Управляй своими союзниками. Можно брать прямой контроль над союзником в любое время средней кнопкой мыши. Отпустить, чтобы тоже нажимаешь среднюю кнопку мыши. Ну-ка. Да, могу вот этим бегать, чувачку. И на Q я могу попросить их за мной следовать. На E значит убрать его. Что это значит убрать, я без понятия. Так, а могу ли я тебе, браток, отдать какое-то оружие? Что здесь? Можешь ты поднять что-нибудь или фармить? Да, вот. Оп, да, смотри-ка. Ну-ка. Да, вот я ему дал топорик. Дал топорик, он пошел фармить. Шикарно. Я ему причем даже не приказывал. То есть он сам пошел фармить, он понял, что мне от него требуется. А интересно, можно ли им броню там дать или оружие? Будут они в таком случае? А ну-ка вот это вот. Давай. Будешь фармить? Да. То есть ты его подводишь к... то есть он за мной ходит. Если он подходит близко к дереву, то он начинает фармить. Если я ему говорю... я ему могу приказывать на Е, если я рядом с ним. Или не могу приказывать? Непонятно. Давай прикажу за мной следовать. Что там с женой у тебя? С женой у тебя тоже кирка обычная, только... Ну, слушай, не нажили вы много, ребят. Разделать жену невозможно. Но, опять же, просто в рамках, так сказать, кривотолков. Просто говорю, что все это происходит в рамках игрового мира. Пойдем, мужчина. Мне кажется, у меня есть для тебя пара важных заданий. Вот здесь есть лес. У тебя есть топор. Пошел фарм. Все, оставлю его там, пусть он... О, смотри-ка, у него еще и скилл есть свой, да? Там какой-то... Не, слушай, все механики в игре уже есть. Это шедевр. Я уже вижу, испекается шедевр. Ой, здесь можно грейдить. Здесь можно грейдить еще стол. Шикарно. Это стоит 20 меди. Угу. У меня есть 27. Давай попробуем загрейдить. А что тут... можно сделать наковальню. Так, давай-ка наковальню сделаем лучше. Не будем грейдить, потому что я не знаю, что там от этого стола ожидать. Ага, можно медные инструменты. И видишь, можно чинить. Можно чинить здесь. Шикарно. И да, есть какой-то определенный шарм еще в таких играх, когда ты только стартуешь, не знаешь, что именно там происходит в игре. И вот этот вот, знаешь, исследовательский момент, когда ты выясняешь все, что здесь можно, что нельзя, это отдельное удовольствие. Так, давай, иди туда, копай. Нет? Возможно, ему надо дать какое-то другое задание. Например, поработать киркой. Если я ему 2 кирки выкину. Так можно? Ага. Так, вот он, его инвентарь. И что дальше? Как-то могу я это подобрать?
Отдам топор себе и попробую подобрать вот эту кирку. Что не выходит ничего. Вот так может быть? Ага, все, я понял. То есть из своего инвентаря я ему могу перетянуть. Но как-то при этом я еще поднял... Не знаю, как это все происходит. Спрашивают у меня, наслаждаюсь ли я демкой. И если наслаждаюсь, то обязательно отправиться на Patreon. И на Патреоне будут последние билды с самыми новыми фишками. Окей. То есть есть еще что-то. Отлично, отлично. Я не могу вот эти вот поднять инструменты почему-то. Не знаю, они лежат, но... Пока все, что я вижу... вот. Почему-то сейчас они поднялись. Пока то, что у меня... Я вижу, что, какие-то странности есть в игре. Конечно же, она явно еще пока не готова. О, смотри, прям вырос куст только что. Пока она явно не готова. И еще какой-то путь ей нужно пройти, но мне все нравится. Я прям кайфую. Давай посмотрим, я пробегусь еще, посмотрю, что здесь интересного есть. Опять же, игра доступна для всех, то есть ты можешь просто взять демку, скачать и... Сломался у меня, кстати, кинжал. Сделаю новый, пусть будет. Демку ты можешь, да, скачать, посмотреть, поиграть, пощупать. Я так понимаю, что в ней особых ограничений никаких нет. И можно какие-то, базовые механики все посмотреть, как что происходит. Было бы интересно найти, знаешь, что-то, какую-то пещеру, может быть. Вот с моим братушкой мы пойдем, попробуем. Ага, да-да, давай фарми. Да, у него свой стат рабочий есть. 17, у меня 27. Но пробить я не могу. Вот металл не получается собирать. То есть для металла нужен следующий инструмент. Видимо, мне нужна медная кирка. А вот и медь. Давай медь мы пофармим. Медь мне нужна. Пока единственный недостаток, который я вижу, да, это вот какие-то небольшие недоработки с управлением, как все корявенько чувствуется. О, смотри, какие-то гоблины, ничего себе. Ну-ка, давай, иди сюда, кто ты такой? Братушка мой будет помогать? Да, помогает, посмотри-ка. Раз. Одна душа плюс душа. Пойдем вот этого еще нахлобучим. Я видел, здесь был второй. Давай сюда. Готов. Этого мы тоже разделать не можем, но можем его за 3 души поднять. Я не знаю, нужен ли мне вот такой вот лохопед. Они, похоже, падают очень быстро. Не очень мне такие слабые сотрудники нужны на работу. Без хилок тяжело, одно могу сказать. Без хилок тяжело, и еще я видел, что я каким-то образом пропустил щит. Точно, я же видел, там был щит. А давай посмотрим, что тут у нас. Тут какое-то прям поселение полноценное, да? Нет, не полноценное. Тоже небольшой домик. Но я могу представить, что когда-то в игру они добавят взаимодействие с вот этими NPC разными. Это, во всяком случае, логично ожидать. Не знаю, я не читал, не смотрел, поэтому не нужно моим словам здесь верить. Боязно мне в пещеру. Вижу, что нужно спускаться в пещеру, но боязно. Давай, ладно, пойдем. На веру. На веру возьмем... у меня... Я думаю, почему-то я не могу факел этот использовать, потому что... у него закончился заряд. Еще и у факела заряд, но это просто... Ладно, давай. Прыжок судьбы. А как мне полечить тебя, братуха? В общем, покойся с миром. Ага, 10 душ надо, чтобы его поднять. Не знаю, у меня на тебя не будет 10 душ. Давай, если ты хочешь, вставай и пошли. Не хочешь, лежи, отдыхай.
Они вообще, да, они агрессивные. То я думаю, может быть, я сам на них нападаю, они... Бедняжки. Чё себе он припарил? А как тебя догнать-то? А, это он с друзьями вернулся. То есть, видишь, у них есть какой-то даже интеллект. Он прибежал с друзьями меня этот... унижать, но был сам унижен. И это справедливость. Надо мне как-то отъесться моими ягодами. Это, конечно, опрометчивое было решение идти в такое путешествие, зарядившись ягодами. Было бы еще, знаешь, что интересно? Увидеть индикатор здесь. Ой. Так, не, я, наверное, на выход. Пока я жив. Нет, я уже не жив. А если загрузить, что будет? А, это вот как я спустился. Угу, то есть перманентной смерти тут пока нет. И хорошо. Ладно, тогда продолжаем забег. Продолжаем забег. Ну-ка, иди сюда. А, то есть он собрал мобов со всего данжа и как бы погиб. Отличная тактика, я считаю. Да что такое? Они все убегают от меня. И бежать за ними стрёмно, потому что непонятно, что там в темноте. Готово. Да, статы у них не очень. Видишь, рабочий 5, сила 6. Ну так себе, в общем. Непонятно, чем они в этой пещере занимались. Но лучше, ты знаешь, я и не буду узнавать, потому что, ну... Все-таки должна быть какая-то приватность у ребят. А это просто стоял и в темноту глядел. Он, видимо... Опа, прибежал, видишь, своего друга защищать. То есть он подглядывал где-то там из темноты за мной. Неприятные ребята, все, что я могу сказать. Держи. Ага, я почти набрал достаточное количество душ, чтобы моего братушку поднять. А то он думал, что его освободили уже от исполнения его обязанностей. Но это не так. Иди сюда. Ладно, живи пока что. Хотя нет, не живи. А, у меня сломалась дубинка. Смотри, он увидел, что у меня дубинка поломалась и пошел меня наказывать. Но я и руками молодец. Унижен. Жалко их разделать нельзя. Так, ну давай, вставай. Пойдем. Сейчас попробую его покормить. Может быть, он что-то будет есть. Будешь есть, нет? Нет, не знаю, как его покормить. А, давай-ка попробуем... Сейчас попробую вот это поднять и попробую его накормить через свой инвентарь. Может быть, так можно что-то сделать? Ну, давай, поднимайся. Надо, может быть, отойти подальше. Давай за мной. Ага, вот оно. Да, какой-то баг явно. Не знаю, может, они пытались решить какой-то другой баг. Давай. Да, вот можно его покормить таким образом. Но не самое удобное. Я так думаю, что все-таки эта система, она до конца попросту пока что не реализована. Именно с NPC, и пока это все работает в плане какого-то, ну, на уровне концепта. Дай-ка я ему дубину дам. Держи, брат. Работай. То очень он бесполезный пока что со своей киркой. Только у меня у самого теперь дубина нет. Надо уродцев мелких полутать и нажраться ягодами. Слушай, у меня, наверное, уже должен начаться какой-то неконтролируемый понос от потребления такого количества ягод. Оп, сори, я что-то был не готов. Посмотрел на другой экран. Думал, что мне кто-то в мессенджере написал, но нет. Друзей у меня нет, никто мне не написал. Все нормально. Двигаемся дальше. Давай вот этого еще добьем. Да, вдвоем веселее.
Когда у него дубиночка есть, он поэффективнее становится. Ну, мудрость у этого паренька один, но этой мудрости хватает, чтобы действовать более организованно, чем вот этот мой мужик рабочий. Он у меня агрессивный такой, ты посмотри, он бегает за ними прям. Его не остановить. Давай, давай, гони его. Загоняй. Я не знаю, зачем я это делаю, но... Готово. С них 0 толку. В общем, такая демка. Не знаю, буду продолжать уже, я думаю, не стоит, потому что я все основное показал. И наверняка там еще что-то есть. Ладно, не будем гоняться за ним, пусть живет пока что. Вот этого добьем. Да ну куда ты побежал? Что ж ты творишь? Давай поедим. Он как будто бы больше хилится, чем я. Нет, тоже на 20 плюс по пятерочке восстанавливает. Слабенько. Ну так, конечно, не дело, так не весело вообще его хилить. Либо нужно бутылочки делать. Ну, это, наверное, дальше туда по развитию. Но я не хочу вас сильно утомлять, показывая полностью все это развитие. Мне кажется, это будет скучно. К тому же вы всегда можете сами попробовать. Сейчас еще немножечко попробуем здесь побегаем. Посмотрим, может быть, какой-то сундук есть. Не зря же мы здесь страдали. Должна же быть справедливость. Ты как там? Ну, такие у нас удары уже ощутимые, то есть... Местные... А, это они вот отсюда выбегают, видимо. А, это мы можем разрушить. О, господи, да. Теперь я все понял. Нам нужно уничтожить... Ничего себе храбрый какой. Нам нужно разрушить вот это вот... До какого? Ой-ой-ой. О, слушай, они меня убили, но при этом я дальше могу этим играть. А, нет, не могу. Ну, собственно, все. Я думаю, что этого достаточно в качестве презентации. Я думаю, у проекта огромное будущее. Все сделано на отлично. Если тебе это видео понравилось, ставь лайк, подписку. Буду крайне признателен. Я стараюсь искать и находить такие вот небольшие самородки. Самородки откапывать из куч говна и показывать тебе. Спасибо еще раз за просмотр. И давай, пока-пока, увидимся.